привет, с вами вновь Антон Самоглинов.ком, и я продолжаю рассказывать о еще не вышедших играх, которые я посмотрел на различных выставках. На прошедшем в Кельне Gamescom я сумел таки поиграть в новый Tomb Raider, вторую игру о приключениях Лары Крофт, со времен ее перезапуска 2 года тому назад. И, к сожалению, все опасения насчет второй игры подтвердились. Я много раз шутил на тему того, что, предыдущий Tomb Raider они списали с Uncharted, да, и других игр жанра, не придумав практически ничего своего нового. А со второй игрой при этих раскладах у них будут проблемы, потому что Uncharted они уже скопировали, Uncharted 4 еще не вышел, свежих идей брать неоткуда, придется придумывать что-нибудь свое, а с этим у Crystal Dynamics очень-очень плохо, да еще и пишет сюжет по-прежнему Риана Пратчетт, женщина, которую вообще ни за что нельзя подпускать к сюжетам в видеоиграх. Она славится уникальной способностью наводнять глупостью все происходящее вне зависимости от сеттинга, будь то Mirror's Edge, последний FIF или тоже Tomb Raider. Главное, что обескураживает в новой игре, это то, что это практически тот же самый Tomb Raider образца 2013 года, только разросшийся вообще вширь, расширивший свою географию. Теперь Лара скачет вообще по всему миру, там от России до Сирии, исследует самые разные храмы, ищет русскую Атлантиду, город Китиш, где скрывается секрет бессмертия. И делает это она, конечно, на перегонки с тайным орденом Тринити, то есть Троица. В общем, от сюжета сплошное дежавю, как, собственно, и от геймплея. Показанный на E3 уровень в Сибири еще был более-менее. Там хотя бы, были какие-то видны новые механики. Например, разработчики подрезали систему крафтинга из Last of Us. Другая игра от создателей Uncharted, почему бы и не подрезать. То есть Лара теперь собирает определенный набор материалов в окружающей среде, из которых мастерит различные предметы прямо на ходу и тактически их применяют. Разработчики гордо назвали это survival'ом, хотя по сути, да, действительно просто геймплей в некоторых эпизодах несколько сместился, да, в сторону Last of Us. То есть он такой более медленный, тактичный и напряженный. И вместо миллионов головорезов еще иногда нужно сражаться с медведем. Еще Лара научилась лазать по деревьям, скакать и прыгать на врагов сверху, прямо как герои Assassin's Creed. Все это, в принципе, приятные нововведения, хоть абсолютно не оригинальные, да, и понятно, откуда они взяты. К сожалению, тот эпизод, который давали поиграть на Gamescom, он гораздо больше меня обескуражил. Это вообще была стопроцентная творческая потенция и копипаста из первой игры, с опять же совершенно отвратительным, неприятным послевкусием от сюжетной линии, потому что диалоги, они еще в первой части дно нащупали, но вот сейчас вот Риана Пратчетт совсем стараться бросила, потому что сцена в серии, где Лара едет со своим проводником на джипе, а на них неожиданно нападает вертолет, это вот бессилие и порнуха сценарная в чистом виде. Не говоря о том, что сюжетно и визуально все происходящее очень сильно напоминает Uncharted 3. Да бог с ним, главное это то, что в геймплее, в управлении это абсолютно не ощущается как новая игра. То есть вроде бы сменилось поколение, нас должны удивлять графоном, новыми идеями, но вот реально это абсолютно тот же движок, чуть больше эффектов, чуть лучше освещение, выглядит абсолютно так же. Более того, абсолютно используются те же анимации, ты вот скачешь по этим скалам, ты пролезаешь в эти щели, и вот все, что делает Лара, это просто взято из предыдущей игры, просто один в один, вообще ничего не поменяли. Это безумно раздражает, то есть даже не стали стараться. Те же ракурсы камер, те же вот эти уже наигранные вздохи Лары Крофт, которые, ты в них совершенно не веришь. Could this really be it?
Те же удары ледорубом, те же там расковыривания каких-то типа тайных проходов, те же абсолютно вот простейшие головоломки для даунов, завязанные на физике, как бы. То есть в этом эпизоде было столько всего нового, удивительного и разнообразного, что лично мне вот просто захотелось заснуть с геймпадом. Это выглядело просто как наглая такая копипаста, я не знаю, бонусный уровень первой части. Не говоря о том, что технически игра на самом деле уже устарела. То есть это сейчас не смотрится так же, как в 2013 году. Ты смотришь, ага, Мара уже вот криво бегает, криво прыгает, криво подтягивается, плавает вообще как бревно какое-то. Ну, в общем, ты от игры не то что удовольствие получаешь, а уже такое легкое раздражение. То есть глобального преступления в этом нету, все равно жанр такой не сильно насыщенный, но вот это, наверное, больше всего и бесит, потому что жанр-то, может, не насыщенный, в нем сейчас всего 2 сериала, так почему бы и не стараться? Почему бы не пытаться там с каждой игрой, да, удивить как-то игроков? Потому что, вот честно, даже разработчики Call of Duty от игры к игре больше разнообразия нововведения вводят, чем есть вот в новом Tomb Raider. Особенно я заржал с так называемого нововведения, которое они отдельно отметили, что теперь Мара в определенные моменты, попадая в комнату, будет исследовать окружение, смотреть там наскальные рисунки. Благодаря этому она будет учить язык там и получать опыт. Выглядит это безумно смешно, то есть она подходит к одной картинке, к другой, к третьей, все, головоломка решена. Самое смешное, то что на самом деле такая же механика была всегда в Uncharted с первой части, она была достаточно спорный. Там он смотрел просто в свой дневник, и ты там видел подсказки к решению головоломки. Здесь они сперли механику, но придумали ей какое-то дико смешное вот объяснение, что Лара вот смотрит письмена древние и тут же выучивает язык. Что за бред? Ну, наверное, только вот, не знаю, Рианна Пратчетт могла такое придумать. Okay, he's shown here performing healing miracles. Dad's notes mentioned this. Ну а главное, повторюсь, что ну просто ничего нового в этом нету. Ты там прыгаешь, Мара кряхтит, все под ней проваливается, вообще никакого нового геймплея нет. В какой-то момент появляются наемники, которых Мара просто убивает из пистолета и бежит по пещере, когда все обваливается. Боевка дико унылая, вообще скучная. Противники дубовые просто сидят за укрытиями. Ну, в общем, просто пипец какой-то. Когда меня разработчики спросили, понравилось ли мне, я даже не знал вообще, что ответить, потому что нет, нифига не понравилось. Вообще совсем. Но вообще, на самом деле, вот если на чистоту, то главная эмоция от новой игры — это возмущение тем, что у Лары Крофт теперь увеличилась задница. Вот серьезно. Причем Рианна Пратчетт это отметила, что вот она ее сделала более женственной, более реалистичной. Это она настояла. Ну вот не знаю, в чем здесь реалистичность. Да, определенно сейчас вот появилась эта непонятная мода на размер. Но в игре про девушку, которая прыгает и скачет там по горам, это совершенно не смотрится, как кто-то хорошо пошутил в комментариях в блоге, что, господи, Лара Крофт растолстела, под ней все трескается и проваливается. Ну, реально, это описание всего геймплея, который был на Gamescom. Посмотрим, на самом деле, как там будет в финале. Мой прогноз, что все-таки это будет такая проходная, добротная игра на 7-8 баллов. Наверное, в ней будет что-то хорошее, но вот то, что это творческая импотенция, вторпродукт и прочее, и вообще такая заводская продукция, да, вот, ну, это совершенно точно. То есть видно, что эта игра сделана 100% на заводе, и на этом заводе никто особенно не переживал, что из нее выйдет. На этом все. Спасибо, что смотрели. Извините, если расстроил. Если понравилось видео, ставьте лайки. Больше лайков, больше желания ездить куда-либо и делать новые сюжеты. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Здесь много всего интересного. Ну и заходите в блог. Там, вот, в общем-то, все впечатления появляются раньше, зачастую намного раньше. Ну и увидимся в следующих сюжетах. До встречи.